Межзвездный объект 3I Atlas приближается к Юпитеру, и Юпитер начинает вести себя странно. Очень странно. Это не просто гравитационный маневр. Это не просто очередное тесное сближение, которых астрономы наблюдали тысячи. То, что фиксируют датчики зонда Юнона, находящегося сейчас на орбите газового гиганта, не поддается стандартным моделям. Магнитосфера планеты — это нестабильная турбулентная структура размером в десятки радиусов, пульсирует. Она словно дышит. Дышит в такт приближающемуся гостю. Вопрос только в том, на каком языке они говорят. Сегодня мы проанализируем сухие цифры телеметрии, показания магнитометров и спектрографов. Мы соединим точки между, казалось бы, разрозненными фактами. И мы попробуем понять, что на самом деле происходит на подлете к Юпитеру. Природный феномен, который ломает наши представления о физике плазмы. Или нечто третье, то, о чем мы всегда мечтали, но боялись даже шептать в кулуарах. Мы начинаем погружение. Представь себе самый мощный генератор, который только существует в Солнечной системе. Это не электростанция на Земле. Это не ядерный реактор. Это магнитное поле Юпитера. Его магнитосфера настолько огромна, что если бы мы могли увидеть ее невооруженным глазом, она занимала бы на нашем небе площадь в 5 раз больше полной Луны. Ее хвост простирается далеко за орбиту Сатурна, больше 600 миллионов километров в длину. Ее излучение способно уничтожить любую незащищенную электронику за считанные часы. Это настоящий космический монстр, живущий по своим хаотичным законам турбулентной плазмы, магнитного пересоединения и ударных волн. И вот в эту зону абсолютной власти газового гиганта входит объект 3I Atlas. Крошечный по космическим меркам кусок льда и пыли, прилетевший из межзвездной пустоты. По всем законам классической физики ничего особенного не должно было произойти. Комета бы просто пролетела мимо, возможно, чуть изменив траекторию под действием мощной гравитации, возможно, распалась бы на части от приливных сил и отправилась бы дальше, к окраинам системы, унося с собой тайну своего происхождения. Но данные, которые мы получаем в режиме реального времени, говорят об обратном. Первое, что зафиксировал зонд Юнона, это даже не гравитационное возмущение. Гравитация Юпитера настолько чудовищна, что она влияет на все в принципе. Искривление пространства-времени вокруг планеты — это ожидаемый, просчитанный эффект. Аномалия началась, когда датчики показали резкий, ничем не объяснимый скачок плотности плазмы в магнитосферном хвосте. Причем этот скачок идеально коррелировал с положением Атласа, находящегося еще на значительном удалении. Представь, что ты стоишь на берегу океана, и волны начинают накатывать на берег задолго до того, как вдалеке появится корабль. Физически это возможно только если корабль не просто плывет по воде, а каким-то образом меняет саму структуру волн на частотах, которые мы не можем объяснить. Здесь то же самое. Атлас, еще даже не войдя в плотные слои магнитосферы, уже заставляет ее вибрировать. Второй странный момент — это поведение самих линий магнитного поля. Обычно, когда солнечный ветер или любое внешнее тело взаимодействует с магнитосферой, происходит процесс, который ученые называют пересоединением линий. Это стандартный, хорошо изученный процесс, своего рода короткое замыкание в космических масштабах. Но то, что мы видим сейчас, больше похоже на резонанс. Магнитное поле Юпитера пульсирует с определенной, очень четкой частотой. И эта частота совпадает с периодом вращения ядра 3I Atlas. Мы знаем, что объект вращается. Это установили еще по кривым близка, когда он только вошел в Солнечную систему. Но чтобы крошечное ядро диктовало ритм гигантской магнитосфере.
Это как если бы комар, севший на слона, не просто заставил слона чесаться, а заставил его приплясывать в сложном ритме в такт взмахом своих крыльев. Третье и самое тревожное. Зонд Юнона, оснащенный лучшими детекторами частиц, которые когда-либо отправляли к внешним планетам, зарегистрировал мощнейший выброс энергичных нейтральных атомов. Это частицы, которые образуются, когда ионы магнитосферы захватывают электроны и становятся нейтральными, после чего вылетают из системы, не удерживаемые больше магнитным полем. Это нормальный процесс, своего рода утечка. Но количество этих атомов и их энергия в последние дни просто зашкаливают, превышая фоновые значения в сотни раз. И источник этого выброса находится не в районе вулканической Ио, не в поясах радиации и не в полярных сияниях. Он находится точно на прямой линии, соединяющей ядро Атласа с магнитными полюсами Юпитера. Создается полное ощущение, что между объектом и планетой протянулась невидимая, но очень материальная нить, по которой передается колоссальная энергия. Энергия, способная разгонять частицы до околосветовых скоростей. Консервативные ученые, а их большинство, конечно, предлагают рациональные объяснения. Они говорят, что Атлас, приближаясь к Юпитеру, попадает в зону, где солнечный ветер фокусируется гравитацией планеты. Усиление потока заряженных частиц может вызывать вторичные выбросы пыли и газа. Это, в свою очередь, ионизирует окружающее пространство, создавая локальные неоднородности в магнитном поле, которые и фиксируют датчики. По отдельности, каждый из этих аргументов звучит разумно и даже убедительно. Слишком точная синхронизация, слишком высокая энергия выбросов, слишком направленное сфокусированное действие. Авилёб, например, уже несколько месяцев настаивает на версии технологического зонда. Он и его коллеги из гарвардского проекта «Галилео» обращают внимание на другой, не менее важный факт — химический состав Атласа. Совсем недавно, буквально несколько дней назад, анализ данных с мощнейшего радиотелескопа, расположенного в чилийской пустыне Атакама, показал невероятное количество метанола в выбросах кометы. Это не просто органика, это не просто кирпичики жизни. Метанол — это потенциальное, высокоэффективное топливо. И вот теперь, когда этот объект, начиненный сложной химией, приближается к крупнейшему источнику энергии в окрестностях Земли, магнитосфера начинает буквально сходить с ума. Что же мы увидим 16 марта? Есть два принципиально разных сценария. Первый — скучный и успокаивающий. Атлас просто пройдет по своей расчетной траектории, возможно, немного подсветившись от жесткого излучения планеты, как подсвечивается метеор при входе в атмосферу. Магнитосфера успокоится сама собой, и через пару недель все забудут об этом эпизоде, списав его на статистическую погрешность измерений и сложную, но естественную динамику плазмы. Второй сценарий сложнее и бесконечно интереснее. Если резонанс продолжится и даже усилится, если энергия начнет перетекать в более ощутимых формах, например, в виде четких модулированных радиоимпульсов, или, что самое важное, в виде заметного изменения траектории самого Атласа, тогда нам придется признать, что мы столкнулись с чем-то принципиально новым в истории науки. Представь себе на секунду, что случится, если подтвердится, что Атлас способен черпать и накапливать энергию из магнитосферы Юпитера. Это будет означать только одно: перед нами не пассивный камень, дрейфующий в пустоте. Это будет означать, что объект активен, что у него есть встроенный механизм взаимодействия с окружающей средой, который мы не можем объяснить с точки зрения известной физики. И если он использует Юпитер как гигантскую космическую зарядную станцию, как аккумулятор,
то куда он направится дальше? Ведь после гравитационного маневра у газового гиганта его траектория изменится кардинально. Он может уйти в сторону Сатурна, к его ледяным кольцам и загадочному Энцеладу. Он может вообще покинуть Солнечную систему, унося с собой заряд энергии, достаточный для путешествия к другой звезде, к другой цели. Сейчас, в эти самые минуты, пока ты смотришь это видео, поток данных с зонда Юнона анализируется мощнейшими суперкомпьютерами. Ученые ищут закономерности в шумах. Они сравнивают спектры выбросов Атласа с показаниями магнитометров в реальном времени. Возможно, все останется по-прежнему, и мы еще 100 лет будем спорить о природе комет, пока новые зонды не отправят к следующим межзвездным гостям. Если тема кажется тебе важной, если ты хочешь следить за развитием событий вместе с нами, если тебе не безразлично, что происходит на границе познанного, ставь лайк и подписывайся на канал. В комментариях напиши, что ты думаешь. Это природа, играющая с нами в сложнейшие прятки, или разум, изучающий нас через океаны космоса, используя планеты как ступени. Нам действительно важно твое мнение. Но давай вернемся к науке. Есть еще один аспект, о котором почти не говорят, но который активно обсуждается в профессиональных сообществах. Помимо магнитосферы, Юпитер обладает мощнейшим гравитационным полем. И когда Атлас пройдет вблизи планеты, его траектория изменится кардинально и необратимо. Мы знаем параметры этой будущей траектории с высокой точностью, просчитанной на годы вперед. Но что, если после пролета мы увидим аномальное отклонение? Что, если он ускорится сильнее, чем должен под действием одной только гравитации? Это станет прямым и неопровержимым доказательством того, что у него есть собственный двигатель, работающий в данный момент. И вот тут данные о метаноле снова вступают в игру, замыкая логическую цепь. Метанол — это отличное топливо для некоторых типов химических ракет. Если после пролета Юпитера мы заметим, что содержание метанола в коме резко упало, а яркость самого объекта изменилась, картина сложится окончательно. Использование местных ресурсов. Звучит как научная фантастика, как сценарий из фильма про далекое будущее. Все ждут момента максимального сближения, когда объект окажется в самой плотной, самой горячей части магнитосферы. Там, где плазма кипит при температурах в миллионы градусов. Если аппаратура Атласа выдержит это, если он продолжит подавать признаки активности и более того усилит их, тогда молчать станет невозможно. Представь себе шкалу времени, на которую мы сейчас смотрим. Мы живем в уникальной точке, которую через 100 лет будут изучать историки науки. Они будут скрупулезно анализировать наши посты, наши видео, наши комментарии и пытаться понять, осознавали ли мы, современники, что стоим на пороге величайшего открытия в истории. И пока зонд Юнона продолжает передавать на Землю потоки данных, пока крупнейшие телескопы мира наведены в одну крошечную точку неба, мы будем неотрывно следить за этим небесным танцем, полным грации и скрытой угрозы. В самом начале мы спросили, на каком языке говорят Юпитер и 3I Atlas? Сейчас, проанализировав все, что нам известно, можно предположить, что это язык физики, которую мы пока не до конца понимаем. Язык резонансов и электромагнитных полей. Возможно, это просто язык космоса, грубый, величественный и равнодушный, где даже самые невероятные случайности иногда складываются в необъяснимую, пугающую гармонию. Мы не узнаем окончательной правды до 16 марта. А может быть, не узнаем и после, столкнувшись с новыми загадками. Истина, как известно, часто приходит не сразу, а проявляется постепенно. Но одно можно сказать точно и сейчас.
Вселенная снова напомнила нам, как смехотворно мало мы о ней знаем. И каждый новый вопрос, который она нам задает, стоит десятка старых заученных ответов. Спасибо, что был с нами в этом напряженном путешествии к Юпитеру. Не забывай включать уведомления, колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы не пропустить новости о 3i Atlas. Ситуация развивается в реальном времени. Мир меняется быстрее, чем мы привыкли думать. И кто знает, что покажет нам завтрашний день.